Здравствуйте, друзья! Со времени последнего видео накопилась куча всего интересного в мире модов Ядерного Трона. Давайте по порядку. Во-первых, через несколько дней после выхода прошлого видео наконец обновился комьюнити ремикс. Давайте взглянем. С Брейном произошли серьезные изменения. Во-первых, убрали убогий временной шлейф. Чем же его заменили? Возможностью уничтожить все вражеские пули на экране. За 2 очка здоровья! Во-вторых, он начинает с плазменным пистолетом, поэтому мы наконец увидим управляемую плазму. Если способности Брейна авторы решили разжевать, то способности Биг Тема так и остались загадкой. Появился новый класс патронов – биомасса. Какие же стволы под него запилены? Я нашел только один, но это как раз то, чего так не хватало. Да, скорпионы теперь могут дропать свои клешни. Еще добавились новые ловушки. Анальные черви, пролезающие вам в очко, когда вы зазевались. Их практически нереально заметить. Я даже не сразу понял, от чего я совершенно внезапно умираю посреди пустыни. И если огненные ловушки можно хотя бы взорвать, то червье ничем не уничтожается. По поводу новых пушек и мутаций мне трудно судить, ведь я не знаю всех старых. Во-вторых, обновился ультрамод. Тут, как всегда, бесчисленные правки багов и баланса, новое оружие, а также 4 новых персонажа. Скелет из оригинальной игры, который на правую кнопку может стрелять без патронов с шансом отнятия здоровья. Оружейник может склепать из 2 оружий одного уровня рандомное оружие уровнем выше. Лично мне за него играть интереснее всего. Бизнесмен, который может покупать вещи за рады. И ангел. Что за... Нет, посмотрите на это. Что это? Блять, он меня стримает. Он конкретно меня стримает. Напоминает мне ту стрёмную крылатую хуйню из Aeon Flux. Способность ангела – пролетать над стенами. Ха-ха, я тоже так могу, сучки. Но стрелять над стенами нельзя, и если оставаться над ними долго, то теряется здоровье. Я предлагал автору поменять этот стрёмный спрайт на привидение, которое не летает над стенами, а проходит сквозь них. Что с точки зрения механики одно и то же, но так гораздо лучше обосновано, почему нельзя стрелять из стены, и почему враги не могут стрелять в персонажа, когда он над стеной. А также можно гораздо понятнее сделать индикацию того, что персонаж в стене. Автор сказал ок, если нарисуешь спрайты. Что ж, я нарисовал очень милый спрайт привидения. А они смеялись надо мной. Они смеялись надо мной. Смеялись надо мной. Смеялись надо мной. Следующий мод Hellgate. Это мод на Wasteland Kings, так что не ждите разрушаемости, персонажей из оригинала, смены оружия на мышке. Да и вообще лучше ничего не ждите. Видно, что мод еще в очень ранней версии. Здесь 3 новых персонажа. Кроллер, способность телепортация. Флэш, способность строить стены за счет здоровья. И Фрик. Способность пердеж. Ну посмотрите, по-другому никак это не назвать. На правую кнопку можно задержать газы, а потом пропердеться по-царски.
На некоторые вещи здесь стоит посмотреть. Либо автор смотрел мое прошлое видео, либо он такой же отмороженный, как и все мы. В любом случае, снимаю шляпу. Он даже пририсовал ей маленькие ножки. И последний мод, который я несправедливо не показал в прошлом видео, Custom Throne. Это не совсем мод, скорее инструментарий, позволяющий легко добавить в игру свои оружия, персонажи и локации. Но помимо всего он позволяет поиграть в 19-й апдейт с божественным 60 FPS. На этой чудесной ноте я с вами и попрощаюсь. До новых встреч!